Друзья, привет! Поговорим о секретах успешных переговоров. Считаю, что эта тема актуальна во все времена, ведь переговоры являются важнейшей частью деловой деятельности и ведения бизнеса. От того, насколько качественно вы проведете переговоры, зависит дальнейшее сотрудничество с вашими партнерами, клиентами, инвесторами. Именно на этом этапе вы определяете основные условия совместной работы и, соответственно, каждая из сторон заинтересована в заключении взаимовыгодной сделки. А если быть совсем честным, то каждый хочет выбить наиболее выгодные условия в первую очередь для себя. Учитывая, что на протяжении уже нескольких лет ведение переговоров стало одной из основных, если не самой основной моей ежедневной задачей, хочу поделиться с вами парочкой ценных советов. Каждый день я общаюсь со своими бизнес-партнерами, с очень большим количеством менеджеров и клиентов. Все они абсолютно разные люди, со своим характером, потребностями и желаниями. И да, единой формулы, которая сработает для всех на 100% не существует, но у меня есть свои секреты успешных переговоров, и сейчас я вам о них расскажу. Первое – это подготовка. Да-да, как бы банально сейчас не прозвучало, но не стоит недооценивать этот этап. Если вы хотите, чтобы переговоры прошли успешно, нужно к ним подготовиться, особенно если это на стадии знакомства. Постарайтесь собрать максимальное количество информации о компании, с представителем которой у вас запланирована встреча. Более того, узнайте все, что сможете о человеке, с которым вам предстоит общаться. Тут, как говорится, Google вам в помощь. Если же у вас есть какие-либо общие знакомые, отлично. Спросите у них, что им известно о компании и ее представителях. Если же нет, не проблема. Используйте соцсети, там вы точно сможете откопать что-то интересное. Помните, что вы не просто ищете информацию, как зовут вашего будущего собеседника, сколько ему лет и какой у него опыт работы. Вам нужно узнать его сильные и слабые стороны, понять, как он мыслит, чего хочет и чего боится. Чтобы узнать интересы и мотивацию человека, вам нужно оказаться в его голове, то есть полностью погрузиться в его мир и понять, чем он живет. К примеру, если говорить в рамках продающих переговоров, то вы должны подумать, какими проблемами и задачами сталкивается ваш будущий партнер или клиент, и предложить ему лучшее решение. Второе. Все мы знаем давно избитую поговорку, что встречают по одежке, и это действительно так, смиритесь с этим. Ваш внешний вид важен точно так же, как и ваш талант и ум. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали всерьез, вы должны выглядеть как серьезный профессиональный человек. Лично я предпочитаю деловой стиль, особенно если речь идет о встречах. И хотя все чаще сейчас мы слышим о том, что внешний вид не столь важен и существует множество профессий, где человек может ходить на работу как ему удобно, но, ребят, хотя бы smart casual. Я правда считаю, что дорога в большой бизнес открыта тем, кто следит за собой и своим имиджем. Согласитесь, но вы ведь тоже воспринимаете человека намного серьезнее, когда он в костюме, чем когда он в джинсах и в футболке. А если это еще и хороший, качественный, дорогой костюм, и вы выглядите максимально ухоженно и опрятно, то вы реально быстрее завоюете доверие вашего оппонента, создав образ делового человека. Третье. Расчеты и цифры. Любой бизнес строится на денежных расчетах, и каждый участник переговоров хочет понимать свою финансовую выгоду от проводимой сделки. Поэтому вам обязательно стоит просчитать не только свою рентабельность, но и показать рентабельность тому человеку, с которым вы договариваетесь. Он должен понимать, что ему дает сделка именно с вами, в чем его материальная выгода. Как бы круто вы не оперировали словами, но цифры всегда будут более неоспоримым аргументом. Делайте наглядный просчет, это обязательно. Четвертое. Обозначьте свои цели и будьте непреклонны. Еще на моменте подготовки подумайте, какой итог вы ожидаете от будущих переговоров. Определите для себя наиболее выгодное решение, приемлемые варианты и категорически недопустимый исход. Вам это понадобится как минимум, чтобы вовремя возвращать партнера в нужное русло. Ведь очень часто бывает, что партнер уходит от главной темы, переговоры начинают куда-то уплывать и затягиваться. Клиенты не всегда сами понимают свои потребности или же не могут правильно их выразить. Могут сомневаться или менять свое мнение по ходу дела, но изначально сформировав для себя понятную цель, вам будет намного проще занять ведущую роль в переговорах.
Понимая, какой результат вам нужен, вы сможете успешно подвести к нему и своего клиента. Конечно, в процессе вы можете быть гибким и корректировать какие-то детали своего предложения, но по поводу основных пунктов прогибаться точно не стоит. Помните, что партнер или клиент также заинтересован в вас и в вашем предложении, но добиться результата, который вам нужен, вы сможете только если сами четко понимаете, чего вы хотите и какие ваши цели. Пятое. Держите свое слово. Скорее всего, вы проверяете своих партнеров на честность, порядочность. Будьте готовы к тому, что они сделают то же самое. Обещайте только то, что действительно можете гарантировать, и соблюдайте данные обещания. Вернее, даже не обещания, а обязанности, которые вы утвердили в договоре. Иначе вас ждет моральная, а то и административная или даже уголовная ответственность. И если в первом случае ситуация закончится максимум вашими муками совести, и плохими отзывами, то в двух последующих все может закончиться очень неприятными и серьезными последствиями как для вас, так и для вашего бизнеса или компании, в которой вы работаете. К тому же помните, что это еще и ваша репутация. Не стоит рисковать или пренебрегать ею. В дальнейшем даже один плохой отзыв может сыграть с вами злую шутку. И конечно, ситуации бывают разные, но намного проще объясниться с клиентом или партнером, когда вы уверены, что со своей стороны сделали все согласно ваших договоренностях. Шестое. Возможно, вы уже слышали, что один из самых сильных приемов в переговорах — это молчание. Как ни странно, но при том, что зачастую успешный переговорщик ассоциируется у нас с человеком суперкоммуникабельным, разговорчивым, знающим ответ на любой вопрос, но умение вовремя промолчать не менее ценно. Вы должны помнить, что переговоры — это диалог между двумя сторонами, и уметь внимательно слушать не менее важно, чем уметь красиво говорить. Выдерживайте необходимые паузы в переговорах и, как говорится, умейте подождать, когда мяч на стороне партнера. Слушая другого человека, вы сможете лучше понять его потребности, желания, узнать о его опасениях и даже уловить скрытые мотивы. К слову, молчание часто спасает и от манипуляций. Если во время диалога возникает пауза, манипулятор обычно пытается заполнить эту тишину. Не спешите отвечать, выдержите паузу, внимательно послушайте, что говорит человек, и спокойно принимайте решение. То есть пробуйте повторять мимику, темп и интонацию речи собеседника, его жесты. На подсознательном уровне отзеркаливание создает ощущение, что вы думаете, чувствуете так же, как и ваш собеседник. Именно поэтому такой прием помогает наилучшим образом установить контакт с другим человеком. Как показывает практика, используя этот метод в бизнесе, вы сможете достигать в 1,5, а то и в 2 раза больше договоренностей по сделкам. Со своего опыта скажу, что есть люди, которые делают это интуитивно, но если вы не обладаете подобным навыком, все, что вам понадобится, это ваша наблюдательность. Вы должны научиться настраиваться на своего собеседника и быть с ним как будто на одной волне. Единственное, делайте все максимально естественно, не преусерчивайте, чтобы у человека не возникло ощущение, что вы кривляетесь или специально его копируете. Не нужно повторять все, что он делает, это может быть все лишь какое-то мимолетное движение. Или же, к примеру, если человек поменял позу, вы можете принять такую же. В результате неосознанно ваш собеседник может начать повторять какие-то и ваши выражения или жесты. Такое невербальное взаимодействие позволит направлять человека в нужную вам сторону. Восьмое. Ну и пожалуй, мой самый любимый секретный метод — это блеф. Я лично считаю его самым лучшим инструментом, но использовать его нужно предельно аккуратно. Нужно чувствовать ситуацию, собеседника, грань и уместность. И самое главное, если уже блефуете, то делайте это максимально уверенно. Самый простой пример. Вы можете говорить клиенту, что он единственный и неповторимый, но при этом тактично дать ему понять, что ваш бизнес стремительно развивается. Дела идут отлично и недостатков в клиентах нет. Бывают ситуации пожестче, когда вы можете встать и уйти посреди переговоров, если будущий партнер слишком сильно пытается прогнуть вас и навязать свои условия. Но в ситуации с блефом вы всегда должны быть готовы к тому, что он может сработать на вас, а может и нет. Я лично люблю рисковать. А вы? Ну что ж, друзья, это был мой личный список работающих советов, а какие методы используете вы? Оставляйте под видео свои комментарии, а также не забывайте ставить лайки и подписываться. Надеюсь, это видео было полезным для вас. До скорой встречи!